Всем привет! У нас с вами этим эфиром по счету восьмым, у нас сегодня восьмой прямой эфир, заканчивается вторая неделя интенсива, ну, имеется в виду прямые эфиры второй недели. Вторая неделя у нас еще будет 3 дня, пятница, суббота, воскресенье длится. И сегодня мы с вами будем вязать рукав. Покажу, что там делать с теми подрезами, как сделать так, чтобы не было дырочек, куда девать эти все петли и как правильно убавлять петли до маркера и после маркера. Мы вчера с вами делали расчеты на рукав, вот этим займемся. И также я обещала вам показать, как закрыть резинку, когда вы вяжете сверху вниз, как внизу изделия ее закрыть. Я буду закрывать ее иглой, и вот как раз довязала низ своего, ну, спереда и спинки своего худи, и покажу на своем примере, как я буду это делать. Ну, вот такой план на сегодня. Если у вас какие-то вопросы будут, пишите. Я думаю, что, ну, в любом случае время пообщаться у нас будет, потому что сегодня много вязания, и, в принципе, там сложного ничего нет, но показать я это должна. Да, закрытие будет, я как раз ответила. И вижу, что вы радуетесь. Вот, ну, в целом, что могу сказать, пока вы присоединяетесь, немножко так вступительного слова. Сегодня я очень долго проверяла домашние задания. Я не знаю, то ли я потеряла уже эту способность быстро их проверять, то ли правда домашек много, но я сегодня сидела с самого утра до позднего вечера, и все равно еще 250 сообщений. Так что те, кто ждут мою проверку, те, кто сидят и переживают, где же я, почему меня нет, девочки, проверю обязательно, тружусь, работаю, все для вас и, ну, естественно, для себя тоже я это делаю. Вот. И проверю обязательно. Я нигде не гуляю и не пропадаю. Саша, вы такая красивая сегодня. Спасибо, вы мне каждый день это пишете. Не сплю, ура, всем привет, рада эфиру. Приветик вам, вы поздоровайтесь и идите спать, ложитесь, потому что уже поздно у вас. И еще хотела предупредить сразу заранее в начале эфира. Завтра дневного прямого эфира не будет, потому что в прошлую неделю мы с вами проводили дневной прямой эфир для тех, у кого другой часовой пояс и кто живет далековато от Москвы, чтобы была возможность вечером у вас прямой эфир посмотреть, со мной пообщаться. Вот. И поэтому завтра прямого эфира не будет. У нас там личные дела, поездки всякие разные. Скажу честно, признаюсь вам, я в течение этих 2 недель, вот в среду только я съездила на прошлой неделе, ну, по сути, больше, чем неделя уже прошла, я не выезжала из дома вообще, вообще, кроме как за двор, я не выходила. Вот, поэтому завтра мне нужно немножко отвлечься от ваших домашек и доделать все свои важные дела. Те, кому я должна отправить посылки, девочки, завтра как раз отправлю. Я думаю, что вы помните, понимаете, о чем я говорю. Вот, Сашенька, не могу, вопросы есть. Ну пишите тогда свои вопросы, если не можете спать. Педагог наш слишком много задает. Да, видимо, мне нужно задавать поменьше, чтобы поменьше потом проверять домашек. Нет, спать не пойдем, хотим чуть-чуть побыть на эфире. Ну хорошо. Люда, приветик, которая из Киева. Рада тоже тебя видеть. Юрий, тоже привет. Ну, переворачиваю камеру, давайте начнем вязать. Я сначала покажу рукав, может быть, мы с вами свяжем весь рукав за весь эфир, и тогда на рукаве покажу, как закрывать петли. Если не успеем, ну, возможно, мы не успеем все-таки, то я вот связала низ своей резинки, вот что у меня, кстати, получилось. Зелененький снизу, тут так как-то немножко не в тему, но мы, я думаю, это все сейчас еще как-то объединим, и оно будет более целостно смотреться. Ну, вообще, это много раз вам говорила, такое что-то у меня по ходу дела придумываю, вяжу, и интересный опыт, и надеюсь, что все-таки в итоге оно как-то будет целостно смотреться. Ну все, переворачиваю камеру и начинаем вязать. Я показываю на своем маленьком худи, у меня тут рукавчик совсем другой, то есть то, что вчера мы делали расчеты, они относятся ко взрослому большому изделию. Здесь у меня немножко другие расчеты, я их показывать не буду, потому что расчеты рукава никаких проблем не вызывают у вас, я смотрю. Просто покажу, сколько там чего мне нужно связать, и будем вязать. Все, начнем.
О, перевернулась, супер, вот, что у меня тут уже навязалось. Так, сейчас еще эту камеру, вторую нашу малышку. Так, ну, девочки, давайте сразу. Если у вас есть вопросы по домашкам какие-нибудь, давайте сразу тогда задавайте. Я буду потихоньку вязать, объяснять и параллельно читать ваши вопросы и что-то вам тоже буду объяснять по поводу ваших вопросов. Ну вот, мой рукав я взяла любой, не имеет значения, с какого начинать. Я все петельки надела на спицу. Что-то у меня тут как-то слишком... Интересно, можно сразу настроить во время записи? Сейчас, девочки, я постараюсь немножко отредактировать яркость. Нет, видимо, нельзя. Ну ладно, буду... Так, видимо... А вот, сейчас я постараюсь немножко яркость настроить. Надела, короче, я все петли рукава на спицу. Чуть-чуть, может, добавлю. Вот так. Вроде поярче стало. На ютубе, чтобы вам лучше было видно. Так, пока объясню, потом почитаю. Короче, я все петельки надела на спицы. Вот тут у нас с вами подрез остался, такой еще недовязанный, непонятно какой. Сейчас мы с подрезом разберемся. Начало ряда у меня будет под мышкой. Вот моя подмышка, и здесь я повешу маркер на начало ряда и буду делать убавки то с одной, то с другой стороны. Я вот тут себе на маленькое худи рассчитала, что у меня будет 28 рядов рукава, 8 рядов резиночки, как вот снизу такое же количество, и в каждом втором ряду я решила делать убавки. Вот. Ну, буду вязать снизу вверх, мне так удобнее, хотя можно сверху вниз, не имеет значения. Вот сейчас я первый ряд буду провязывать, поэтому сразу ставлю себе тут отметку, что я начала вязать первый ряд. Тоже рукав села вязать, в эфире веселее. Вот будем вместе. Я тут решила добавить зелененького, чтобы немножечко как-то оно у меня все смотрелось целостно, поэтому беру зеленую нитку. Здесь мы берем новую ниточку, потому что спинку вперед связали. Беру зеленую нитку и буду начинать вязать свой ряд. Начало ряда у меня будет вот тут прям сразу посерединке, поэтому пока первые петельки провяжу, потом одену маркер. Вязать буду способом Magic Loop. Вот так вот у меня тут 2 петли остается, 1, 2. Здесь буду вязать, провяжу эти петельки, потом буду эту часть провязывать. Ну, вы сейчас все увидите. Думаю, уже многие с этим способом знакомы. Как сделать подрез так, чтобы не было дырок? Потому что если мы сейчас с вами наберем только петельки подреза, у меня это 2 петли, они у вас и у меня смотрят вниз. Нам здесь нужно, так как лицевая гладь, сейчас я как-то так разверну, так как тут лицевая гладь, нам нужно здесь как бы в перевернутом виде, вот в центр одной петельки вставить спицу. Здесь смотрим, галочки смотрят вверх. Ну, у нас лицевая гладь, она как бы симметрично смотрится, что сверху, что снизу. Вот, елочками. Вот мы вставим сначала спицу вовнутрь петельки одной, и потом рядышком второй. Но если мы тут 2 петли с вами наберем, ну вот тут, предположим, одну, то вот эта часть будет совсем дырявая. И эта дырка, скорее всего, будет под мышкой хорошо видна. Чтобы эту дырку закрыть, нам нужно здесь еще набрать одну петельку. Если у вас пряжа толстая, как у меня, то набирайте одну петлю. То есть примерно так, чтобы она была вот одна петля на ширину вот этой дырочки, вот этой вот части. Если у вас спицы тоненькие, пряжа тоненькая, тогда можно тут 2 петельки донабрать. То есть мы, грубо говоря, не петли подреза сейчас сначала наберем, а наберем где-то отсюда из серединки одну петлю. И набирайте ее так, чтобы тоже не было новой дырочки. Если я захвачу, например, вот так вот сейчас вот эту ниточку, то и провяжу лицевую, то вот эта дырка у меня здесь по-любому будет. Поэтому я где-то ищу из серединки, ну вот, например, вот отсюда можно будет набрать, вставляю свою спицу в эту серединку, беру зелененькую ниточку и провязываю, набираю как бы лицевую петельку. Ага, тут лучше крючком. Так, где-то тут у меня был крючок. Вот он. Вставляю где-то в серединку, так, чтобы у меня не было потом дырочки новой. И вот провязываю петельку, размещаю ее на спицу.
Одну я провязала, это у меня лишняя петля, эту лишнюю петлю в следующем ряду я провяжу 2 вместе, и ее не будет. И дальше здесь набираю петельки подреза. Вот эти 2 петли, они у меня смотрят вниз, но я буду набирать их вот в центр, как бы соседней петли, так, чтобы у меня ёлочки эти шли дальше, продолжались на рукаве. Вот, набрала я одну петлю, ну, чтобы у меня рисунок не сбивался как бы. То есть, грубо говоря, я здесь между двумя лицевыми петлями набираю одну петлю. Вот набрала одну, и дальше следом вот сюда вот вставляю, в серединку петли и набираю вторую петельку. Так, у меня тут такая ниточка ворсистая. Вот, 2 петельки подреза я набрала, и как бы дырочки уже никакой нет. И дальше с этой стороны точно так же, если я продолжу вязать петли рукава, то, скорее всего, тут у меня будет дырка. Поэтому здесь я тоже где-нибудь вставлю свою спицу аккуратненько и доберу еще одну петельку. Ну, например, можно вот здесь вот вставить и добрать еще одну. Готово. Все, в принципе, готово. Здесь у меня будет серединка, это будет начало ряда. Давайте я сразу для себя это отмечу. Начало ряда. Повешу маркер, пусть он будет у меня желтенький. Эти петли я пересниму, потому что они у меня уже как бы провязаны. Все, 2 петельки ряда я своего первого связала. Дальше продолжаю вязать петли уже рукава, которые у меня есть. Тут у меня прибавка, которую я делала в четвертом, ой, в третьем, простите, этапе. Вот я ее провязываю внимательно, чтобы вы ее не потеряли. И вяжу дальше. Но, девочки, сейчас после вот этого первого ряда, я вот зеленым цветом свяжу, я должна посчитать все петельки рукава. У меня, я себе так наметила, что у меня должно быть 30 петель по всему рукаву. Но когда я делала расчеты для маленького своего вот этого худи, я там некоторое число округлила. У меня в расчетах получилось там с остатком циферка, число вернее, и я его округлила. И поэтому я планировала рукав свой 30 петель, но за счет того округления у меня рукав получился 28 петель, потому что две стороны у меня справа и слева подрезов. В общем, я там округлила, и у меня сейчас 28. Так как я прибавила еще 2 петельки справа и слева от подрезов, чтобы не было дырочки, вот тут вот, то как раз это у меня будет 29-30. Вы сейчас, провязав ряд, считаете все петли свои, они у вас должны быть равны петлям в расчете. Если они у вас на 2 петельки больше, это не страшно, это вы как раз вот тут добавили лишние. Значит, эти 2 петельки в следующем ряду, во втором, вы провязываете 2 вместе с соседними, чтобы их убрать. Если количество петель сейчас на спицах у вас совпадает с расчетами, значит, все в порядке, вы просто продолжаете вязать дальше. Вот, ну вот за счет моего... Да что у меня все цепляется сегодня? Вот это еще одна моя будет сейчас. Вот прибавка, которую я делала в третьем этапе. Готово. Я провязываю еще эти 2 петельки и мой маркер. Все, рядок я связала. Вот тут могут быть такие дырочки некрасивые, не переживайте, это начало ряда. Когда я добавила новую ниточку, вы тоже тут новую ниточку добавите. Подтянули, потом еще мы эту ниточку спрячем хорошенько, и дырочек никаких не будет. Вот, в принципе, уже все в порядке. Один ряд я связала, дальше в клеточках отмечаю следующий ряд, он у меня пока без убавок. Почитаю, что вы пишете там, а то я увлеклась своим рассказом. Ну и напишите, все ли понятно, как сделать так, чтобы не было дырочек в подрезах под мышкой. Так, здороваются девочки. Добрый вечер всем, кто написал, кто поздоровался, кто скинул смайлик. Привет, привет. Так, ну я вопросов пока не вижу. Закрытие это я прочитала. Так. Я только первое задание сделала, а вы уже рукава довязываете за неделю. Надеюсь, я вас догоню. Ну, потому что я не могу отходить от темы прямого эфира, но на самом деле это не означает, что вы тоже уже должны вязать рукава. У вас будет еще впереди выходные, потом заканчиваются у нас эфиры интенсива в четверг, а потом еще будет пятница, суббота, воскресенье, целых 3 дня, поэтому можно не обязательно идти за мной, а просто в своем темпе вязать. Главное успеть до конца интенсива. Так, дальше листаю.
Сделайте зеленым капюшон. У меня нету зеленого больше, кроме как вот этого клубочка, и я боюсь рисковать, мне кажется, не хватит на капюшон, на капюшон уходит много, поэтому я вот такую кое-где отделочку сделаю зеленым. Я насчет кармана сбоку, если помните, я правда не поняла, можете показать тут. Ой, я здесь вам никак не покажу, потому что у меня нет примера, чтоб карман сбоку. Давайте мы уже в личных сообщениях с вами это решим. Вы прям пишите конкретно, что вы не понимаете. Мне тогда будет проще объяснить, потому что, часто девочки пишут: "Я не понимаю". А что непонятно? Не знаю. Так, все понятно. Сашенька, все понятно. Подрезы будут без дырочек. Все понятно, вяжем. Отлично. Интенсив какого числа заканчивается? 17 ноября, воскресенье, но в понедельник еще можно скидывать все домашки, ваши фотографии и так далее. Потому что, по сути, мы начали с вами в понедельник вечером, да, а не утром. То есть как бы -1 день. Поэтому я вам даю еще +1 день в понедельник. Саша, я так долго вяжу с вами, что меня ночью, ам, подними, я рукава рассчитаю. Прикольно. Полоски зеленые добавить на рукава и капюшон. Ну, по поводу капюшона я еще подумаю, что я там сделаю. А пока вот на рукава добавила немножко. Сейчас еще чуть-чуть провяжу зелененьким и потом перейду уже на другой цвет. Так, Саша, при расчете убавления в рукавах общее количество петель рукава считать вместе с петлями подреза или нет? Конечно, обязательно, с подрезами обязательно. Все, что входит у нас в рукав, все считаем, все относится к рукаву. Так, вяжу второй ряд. У меня тут такой маленький узенький рукавчик, я детская не так часто вяжу, и, ну, мне страшно, не узко ли, не мало, потому что кажется, что прям совсем что-то не так. Но я взяла спинку вперед, там, как его, плечика у одной девочки, рукава я посмотрела, у другой девочки уже взяла, надеюсь, все будет хорошо. Так, смотрите, я связала еще рядок, мне еще один ряд нужно провязать до убавки, и потом в следующем ряду будут убавки. Ну вот я еще третий ряд зелененьким провяжу и, наверное, уже возьму другой цвет, чтобы зелененькие полосочки были не слишком толстые. Так, Саша, покажешь, как прятать ниточки при круговом вязании? Как прятать? Ну да, покажу. Как прятать, покажу. Как соединять? Может, тоже показать, как соединять. Хотя я уже это показывала, но, в принципе, могу еще раз показать. Можно рукава, кстати, если вам неудобно, можно рукава вязать не по кругу, а вязать со швом, поворотными рядами и подмышкой потом сделать шов. Это тоже будет нормально. Ну вот, вот эта вот петелька, видите, у нас какая широченная и кажется некрасивая. Это все нормально, потому что у меня тут вот я ее подтянула, все, она уже в нормальном состоянии. У меня тут начало ряда и новый цвет. Все, связала я 3 рядочка, мне кажется, хватит, не надо тут слишком много зеленого, у меня будут такие небольшие акценты, поэтому я могу ниточку отрезать и... Так, ножнички, где-то я их готовила к эфиру, вот, отрезать, и можно уже брать другой цвет. Ух, не люблю резать заранее, но тут иначе будет болтаться очень сильно мой клубочек. Так, показать, да, хорошо. Хорошо, сейчас покажу, как-нибудь надо это организовать, придумать. У меня есть, девочки, ниточка. Я ее... Вот она у меня, вот такая. Давайте покажу, как соединять нить. Смотрите, вот у нас 2 конца. Вот этот отрежу конец, а то он у меня какой-то такой
какой-то ворсистый. Вот у нас 2 конца. Давайте я это уберу, чтобы было лучше видно. Вот, 2 конца. Их нужно как-то соединить при круговом вязании. Это относится к ниточкам шерстяным, это относится к полушерсти, тоже к хлопку, кстати, относится, к полухлопку. То есть те ниточки, которые расслаиваются на несколько более тонких ниточек. Это не относится к какой-то синтетической пряже, которая идет одним таким целым каким-то жгутиком. Вот, потому что ту синтетическую пряжу вот так на несколько ниточек не разобрать, и ее, скорее всего, нужно либо как-то клеем подклеивать, либо я обычно беру простые швейные нитки, тоненькую иголочку и пришиваю вот так вот друг к дружке 2 синтетические нити. Ну, это вот я плед, например, вязала, тоже так пришивала, когда были очень толстые нитки, и хотелось, чтобы это было максимально незаметно. Вот, мы примерно, вот это у нас, часть, которую мы будем соединять, она примерно должна быть сантиметров 30 минимум. Вообще, чем больше, тем лучше, но сильно не увлекайтесь. Нам нужно отделить один конец и другой конец на 2 части. У меня здесь нитка состоит из 3 маленьких ниточек. Значит, я беру 3 и 2. 3 и 2 ниточки отделяю. И одну вот эту половинку, которую я отделила, я просто отрезаю. Вот 2 ниточки я отрезаю. Готово. У меня получается один конец вот идет толстенький, потом отрезала, и дальше идет остаточек. Вот у меня здесь 3 ниточки. С этим концом я делаю то же самое, тоже смотрю так, чтобы он был у меня по длине совпадал с этим, но в этом конце я уже буду отрезать не 2 ниточки, а 3 ниточки. То есть чтобы в итоге у меня при сложении двух вот этих концов, так, 2 я оставляю, 3 отрезаю, что при сложении двух концов у меня получились те самые 5, из которых состоит моя нить. Вот у меня один конец, тут у меня 2 ниточки, вот другой конец, тут у меня 3 ниточки. Готово. Это все дело я соединяю. То есть я вот вязала-вязала, закончила вязать. Дальше я прикладываю мою новую нить так, чтобы они немножко, видите, друг на дружку заходили. Так будет лучше, так не будет видно вот этого перехода. Вот так все в руках я соединяю, даже тут ничего не сваливаю, ну, в смысле, там никак ни мылом, ни водой, ни горячей, ничем. То есть просто вот так сложила и продолжаю дальше вязать. Вяжу, вяжу, вяжу. Здесь у меня получается 5 нитей, это соединение двух концов, 5 нитей, как мне нужно. И довязала дальше до края, и тут тоже это все соединяю и провязываю. В итоге у вас потом в вязаном полотне вообще не будет ничего заметно, но останутся вот такие, с одной стороны вот так кончик вылезет, и с другой стороны тоже может какой-то кончик вылезти. Мы потом, после влажно-тепловой обработки, я обычно их тоже прячу хорошенько наизнанку и отрезаю. Отрезаю так, чтобы у меня нить плавно переходила одна в другую, чтобы не было такого перехода, где там, ну, петелька просто на 2 ниточках держится, и она не такой толщины, как надо. Ну вот, в принципе, так я соединяю всегда, и меня этот способ не подводил, особенно меринос хорошо соединять. Если это мохер или какая-то тонкая нить, то я вообще тонкую нить просто беру, вот так складываю в 2 слоя и продолжаю вязать дальше. Если она тонкая или пушистая, вообще ничего заметно не будет. То есть даже не расслаиваю ее на несколько частей. Вот, объяснила. Так. Давайте дальше провяжу и еще почитаю, что вы пишете. Смотрите, я связала зеленым, дальше я добавляю новую ниточку, у меня будет вот такой цвет. И потом, может быть, я еще тоже каким-нибудь беленький рядок добавлю. И вот мой следующий ряд, смотрите, у меня здесь стоит точка. Это означает, что мне нужно сделать убавку. То есть провязать 2 вместе один раз в моем ряду. У меня точка означает, что я делаю убавку до маркера. Значит, мне нужно провязать весь ряд и до маркера, ну, либо после, давайте, подождите, перед, да, либо перед.
как хотите, называйте. То есть я до маркера, вот тут перед маркером должна провязать 2 вместе вот эти петельки. Маркер — моё начало ряда, убавку я делаю перед маркером, значит, я вяжу все свои петельки рукава спокойненько, после маркера провязываю. По поводу соединения ниточки тоже напишите, всё ли понятно. Вот, вяжу, вяжу, вяжу. Сейчас ещё почитаю, что вы пишете. Сначала сделаю убавку. Да, тут надо будет беленькую ещё полосочку пустить, мне кажется. Чтобы покрасивше было, что ли. И вот до маркера сейчас или перед маркером, не имеет значения, я должна провязать 2 вместе. Вот у меня 2 петельки осталось перед маркером. Я буду вязать их здесь до маркера с наклоном влево, после маркера с наклоном вправо. И я их немножко переворачиваю так, чтобы у меня не было скрещенной петли. Провязываю 2 вместе. Всё, 1 петельку я убавила. Дальше маркер переснимаю, начало ряда у меня снова, но тут, видите, у меня закончился ряд другим цветом, и если я продолжу вязание так, у меня тут получится ступенька некрасивая при переходе цветов. Поэтому я эту петельку просто первую снимаю, переснимаю со спицы на спицы и дальше продолжаю вязать просто лицевыми свой следующий ряд. Обязательно ставлю отметочку в клеточках, какой ряд я вяжу. Сейчас провяжем еще один ряд, и в следующем ряду у меня будет уже, вот видите, убавка после маркера. Рукава вязать очень быстро, если вы, за эту неделю свяжете вперед спинку, вот у вас еще впереди 3 дня, выходные, то на следующей неделе вы точно свяжете рукава, это я даю вам гарантию. Если так получится, что вы там совсем не успеваете капюшон, ну, не будете тогда вязать капюшон, ничего страшного в этом нет, оставите всё как есть, без капюшона. Так, вот я провязала еще один рядок, петелек совсем мало, очень удобно вязать. Дошла до маркера, маркер сняла, смотрю сразу в клеточки, вот ставлю пометку. У меня уже нужно сделать убавку после маркера. После — это значит, вот маркер я пересняла, значит, тут мне нужно провязать 2 вместе. Это делала с наклоном влево, эти буду делать с наклоном вправо. Вот просто провязала 2 вместе, вот 1 была убавка, тут 2, маркер посерединке. И дальше продолжаю вязать свой следующий ряд. Вот ничего сложного нет, главное следить и делать эти, убавки. Ой, какой, смотрите, я маленький оставила кончик. Совсем что-то я малышку оставила. Так. Вяжу дальше. Сейчас почитаю, что вы пишете. Так, я рукава вяжу по кругу на чулочных спицах. Да, вот это тоже можно, особенно если, ну, вам совсем Magic Loop не подходит, не нравится, можно спокойно вязать на 5 спицах. Саша, можешь сфотографировать вблизи для канала интенсива место стыка рукава и подреза? Хочу сравнить со своим. Возможно, у тебя более лучшее место набора дополнительных петель, но тех, что для отсутствия дырочки. Если честно, я каждый раз это делаю, ну, не в каком-то одинаковом месте, у меня нет какого-то особого правила, где это делать. Я это делаю, ну, вот каждый раз, как захочу. Давайте я сфотографирую, покажу, может быть, вам это поможет. Так, провязала я еще один ряд. Маркер переснимаю. Снова ставлю себе отметку. У меня здесь убавок никаких нет, значит, я просто вяжу по кругу. Ой, как жалко, ответа не получила. Спокойной ночи всем. Ровных петелек. Сашенька, я напишу вам в ЛС. Надеюсь, то есть я свяжу карманы. Конечно, давайте вот такие вопросы личные тоже в индивидуальном порядке решать. Вот, объясню, постараюсь нарисовать, не знаю, там как-то еще поясню более понятно. Буду стараться, короче, сделать так, чтобы вы поняли.
Простите, опоздала. Приветик вам. У меня тоже закончилась ниточка. Ну вот, значит, я думаю, что мой способ вам поможет. Смотря из какой пряжи вы вяжете. Так, соединение ниточки понятно, спасибо, так понятно, отлично. Привет, я на эфире, в Сибири ночка, проснулась специально, я вяжу упорно на спицах 2,5 рукав, еще только первый. Я тоже первый вяжу рукав, вместе давайте вязать. Вот, дошла до маркера, маркер переснимаю, отмечаю у себя здесь в клеточках. У меня одна точка, значит, я должна сделать убавку до маркера. Так как ряд у меня начинается после маркера, я просто себе вяжу и перед маркером в конце ряда провяжу 2 вместе с наклоном влево. Ну вот тут, кстати, уже хорошо видно, вот это тоже надо подтянуть немножечко убавку. Хорошо видно, что вот одну я убавила петельку и вторую, они рядышком у меня. Тут надо где-то мне будет беленькую полоску пустить, чтобы рукав не был слишком мрачным. Ой, какая молодец, я на 2,5 еще тушку только ковыряю. Да, это очень тонкие спицы, поэтому, девочки, вы героини. Это бесплатный мастер-класс, хочу потом связать по нему, он в ютубе будет? Да, будет. Я тоже ковырять, аж пальцы дымятся. Девочки, вы молодцы, те, кто вяжет тонкими спицами. Я думаю, что это вдвойне более сложная работа, потому что большие масштабы. Так, я уже перевязала. Смотрите, дошла я до маркера, мне нужно сделать убавку, 2 петельки осталось, я их переснимаю со спицы на спицу, так, чтобы они смотрели у меня в нужном направлении. Провязываю 2 вместе, маркер снимаю, отмечаю ряд. Ряд у меня без убавок, значит, просто вяжу по кругу. Вот клеточки, видите, как удобно, не надо ничего считать, смотреть, следить, просто отмечаем рядочки и вяжем. Да, я тоже в разных местах делаю петли, но все равно 2 головы лучше. Ну, сфотографирую, да. Девочки, я на 1,5 вяжу, 1,5 миллиметра, о божечки, я вязала 1 раз в жизни на спицах 1,5 миллиметра, вернее 1,25. Проткнула себе указательный палец, до дырки и поняла, что больше никогда в жизни я такими спицами вязать не буду. Тоже начала с вами рукав. 3 рукав. Да, Лена вяжет 3 рукав, потому что она уже одно худи связала, скинула мне, ну, свитерочек. И вот уже второе довязывает. Да, 1,5 это жестоко. Рукав 3 пишет: "Остановись, 2 хватит". Маркер я сняла, у меня следующий ряд, убавка после маркера. После маркера, значит, тут провязываю 2 вместе свои и вяжу дальше. Так. У меня 2 свитера. Порезала палец, и второй вечер у меня ломка без вязания. Ой, я вас понимаю. Я так порезала однажды палец, что у меня тут до сих пор шрам, и я когда надавливаю на это место, у меня палец болит. Вот это прям так обидно. И как раз это место, когда у меня я писала об этом пост, как раз то место, где у меня все время нитка. Ну, вроде так оно, конечно, не чувствуется, но все равно это, можно сказать, один из самых рабочих пальцев. Клей БФБ решает порезанные пальцы. Ой, это что за клей? Саша, я пропустила последние 2 эфира. Хочу связать удлиненную спинку укороченными рядами. Разбирали где-то этот вариант? Нет, мы не разбирали, я просто девочкам так, мне нужно после маркера, я убавила. Я просто девочкам объясняю просто на словах, как это вяжется. Это вяжется точно так же, как, росток укороченными рядами, только снизу, и захватывая петли переда. Клеточки просто шикарно придуманный вариант от тебя, Саша. Рада, что научила меня. Ой, пользуйтесь на здоровье. Так, я вяжу дальше, у меня ряд без убавок. Ну, надо где-то тут светленькую пустить полосочку. Сейчас я приложу. Может быть, она как раз у меня будет в том месте, где и
по переду полосочка. Хотя, может быть, наоборот, ее сделать уже ближе к концу, эту полосочку. Так, я тоже вяжу на 2 миллиметрах мужской свитер, еще и мужской, обалдеть. Ой, я тоже себе собираюсь купить 1,5 миллиметра, ну, крючок 1,5 миллиметра норм же. Ну, в крючке там вроде как не надо указательным пальцем постоянно работать, а вот в спицах да. Так, я сейчас подумаю, девочки, что тут у меня вообще получается. Посмотреть, вот это вот все время у меня подтянуть надо. Сейчас подумаю, где мне сделать эти... Тут, может быть, сделать эту полосочку. И дальше уже вязать одним цветом, чтобы она типа совпадала с этой, да? Так, типа чик. Да, давайте я сделаю, раз я хочу ее, давайте я сделаю тут такую светленькую полосочку. Отмечу ряд, мне одна точка, значит, я перед маркером буду делать убавку. Ну, вяжу все светленькой ниточкой. Эту я пока не, вернее, я ее вообще не буду отрезать, ту, которой я вязала предыдущие ряды, потому что у меня будет одна такая, один рядок из светленьких ниточек. Тут можно туда спрятать хорошенечко вот так. И это мне тоже мешает. Еще так неудобно вязать, потому что я держу вязание на вытянутых руках, чтобы было видно все в камеру. И неудобно мне вяжется. Так. Вот бриошь мне на 2 миллиметра тяжеловато убавки. Да, бриошь интересно. Ой, клеточки-то просто супер, я тоже без них уже не могу. Так, клей для порезов и прочих мелких повреждений кожи. БФ-6 в аптеке продают. Ой, спасибо. Ну, я, правда, редко режусь, но все равно интересно, что такое есть. Сашенька, начало кармана получается с сильно вытянутыми петлями. Уже пробовала по-разному прибавки на карман делать, но все равно получается небрежно. Вы связали при этом спинку и вперед? У вас, если вы набрали петли на рукав, ой, на карман, простите, и вяжете только карман, то задние петли, они очень сильно затягиваются, и здесь получается некрасиво. Но тогда, когда вы начинаете вязать дальше вперед свой продолжать, они снова подтягиваются на спицы, и все выравнивается. То есть вы сначала провяжите карман, потом свяжите спинку вперед и потом оценивайте, красиво у вас ложится или некрасиво. Вот если некрасиво, тогда вам нужно, наверное, спицы потоньше взять, чтобы набрать вот эти петли для кармана на максимально тонком диаметре. И тоже будет хорошо. Но вообще у меня тоже они вытянутые, но после того, как я провязываю вперед, все сравнивается, все становится хорошо. Так, мне нужно до маркера сделать убавку. Значит, я переворачиваю эти петельки, провязываю 2 вместе, снимаю маркер и, в принципе, все. Да, одного рядочка, я думаю, будет тут достаточно. Отрежу ниточку эту свою. Что-то я сильно начала все это лихо отрезать. Ну, давайте уж пошли, так пошли. Так, отмечаю я следующий ряд, он у меня будет без убавок. Ну, смотрите, мы уже пол кармана связали, ой, пол кармана, пол рукава связали. Сейчас будем вязать дальше. Так, чтобы не было здесь ступеньки, снова я снимаю свою вот эту вот петельку одного цвета и добавляю петельку другого. Продолжаю вязать. Ряд при этом здесь, в рукаве, я маркер не меняю. То есть начало ряда у меня все время по центру. Но так как у меня тут полосок сильных, таких активных нет, я все-таки оставила маркер по центру, чтобы всегда мои убавки шли в одном месте. Вот сейчас можно посмотреть, видно их уже хорошо. Можно оценить. Саша, спасибо вам большое. Вы так вдохновляете. Любая захочет вязать после ваших мастер-классов. Ой, мне так приятно. Спасибо, что вы мне это написали. Вяжите, конечно, с удовольствием. А, это медицинский клей. Ух тышка.
Саша, подскажи, когда будем закрывать горловину, резинку, край будет тянуться? Да, будет. Он не прям уж будет у нас очень сильно тянуться, но он жестко зафиксирован не будет. Резинку надо закрывать иголкой. Да, будем закрывать. Сколько там у нас, кстати, времени? Ой, надо показывать уже, как закрывать, да? Так, вот давайте еще чуть-чуть провяжем, хотя бы еще минуточек 10 и потом покажу. Так, маркер. Я отметку ставлю, значит, после маркера мне нужно убавить, провязываю после маркера 2 вместе. И пошла вязать дальше по кругу, я уже этим цветом продолжу до конца. И резиночку я сделаю, наверное, вот таким светленьким цветом. Уж гулять так гулять, будет у меня такой прям совсем пестрый худи. Пестрое, да, худи. Сегодня, кстати, я смотрела прямой эфир на "Ютубе". Мне просто порекомендовал YouTube, я готовилась, к эфиру, вязала вот эту резинку. И смотрела прямой эфир, порекомендовал мне YouTube какой-то мастерицы, которая делает корзиночки из бумажных трубочек. Вот, и я так увлеклась этим просмотром, что мне прям не захотелось уходить. И, ну, писала этой девочке, что я вот как-то совсем левый такой человек, потому что она там общалась со всеми, всех по именам знала. У них там уже такая своя компашка. Вот, я написала вот, что я, ну, совсем новичок, ничего о вас еще не знаю, но мне очень интересно смотреть. И вы знаете, как мне было обидно, когда эта девочка прочитала сообщение выше меня, мое пропустила и следующее сообщение прочитала, которое подо мной. Как мне было обидно, что мое сообщение не заметили. Я смотрю новенькую девочку, мне так интересно. И я понимаю теперь, как обидно вам, когда я не замечаю ваши сообщения. Но потом, так, это мне до маркера, но потом все равно она пролистала эти сообщения и, видимо, увидела. В общем, в итоге она через время мое сообщение все таки прочитала, и там другие девочки тоже начали обсуждать вязание. Кто-то написал, что плетение из бумажных трубочек — это поинтереснее вязания. Вот, и, в общем, эта девочка, которая вела прямой эфир, она зашла на мой канал на "Ютубе", сказала, что очень интересно, что она тоже подпишется, посмотрит, как я там вяжу. Ну, в общем, здорово, так знаете, случайно попасть вообще в другую тусовку, ощутить себя таким достаточно посторонним человеком, которого никто не знает. И, ну, интересно наблюдать, как другие девочки тоже что-то делают, эфиры проводят. Было круто. Так что я буду стараться всем отвечать, чтобы никому не было обидно. Так, до маркера сделала убавку, маркер сняла, ставлю отметку и вяжу дальше. Ну, я надеюсь, что эта девочка, которая вела эфир, она действительно зайдет ко мне на канал и посмотрит мои видео, может быть, тоже вдохновится и начнет вязать. Саша, край ростка так высоко на горловине, кетлевка спасет. Край ростка высоко на горловине. Да, конечно. Мы же еще, то есть у нас здесь еще немножечко мы вот будем набирать петли по краю. Этот край, рулик, он еще немножко спрячется в нашу кетлевку, поэтому должно быть хорошо. Вы сами учились вязать или ходили в кружок? Нет, я в кружки никакие не ходила, научила вязать меня моя мама, ну, все, что я сейчас умею, это мой личный опыт, мои ошибки, попытки перевязывания 100 тысяч раз и так далее. Спасибо, Сашенька, с вами. Так, сейчас подождите, девочки, я тут запуталась. Это я сделала, это произвел вот этот ряд, значит, после. Спасибо, Сашенька, с вами сложное становится простым, в интенсиве не участвую, но вяжу с вами, может, в следующий раз рискну. Давайте, конечно, рискуйте, потому что много девочек, которые жалеют после того, как стали участвовать в интенсиве, жалеют, что не присоединились раньше, что боялись раньше. Сама Саша училась. Ну, да, в детстве мама научила, а уже во взрослом возрасте сама. Да, это точно, я тоже давно подписана на вас и вяжу с вами первый раз. Круто.
Сашенька, можно без убавок рукав? Хочу свободный. Конечно, можно, девочки, это вы решаете. Можете даже расклешённый сделать рукав. Тут, естественно, я не ограничиваю вас. Вы знаете вязальщицу и актрису Анастасию Цибизову? Тоже интересный контент. Нет, не знаю, девочки, я как-то на вязальщиц вообще практически не подписана, и каких-то самых популярных не знаю. Мне иногда там, так, после маркера я убавила. Мне иногда там кто-то говорит, что вот там такая-то, такая-то. Я вообще не в курсе, кто это. И даже как-то, ну, чувствую себя иногда, как будто я и не из вязальной сферы, когда все начинают обсуждать каких-то там, ну, самых известных, девочек в "Инстаграме", на "Ютубе", а я так в сторонке сижу и понимаю, что я вообще не в теме нахожусь. Ну, не знаю, мне почему-то это не интересно. Я полностью вовлечена в то, чем я сама занимаюсь лично, и вот с вами, что я делаю. Поэтому ни с кем не дружу из вязальщиц, никакие там розыгрыши, конкурсы, гивэвэи, марафоны совместно ни с кем не провожу, ни разу не проводила. Как-то так сложилось, что я одиночка. Так, 46. Давайте еще один рядок провяжу. Так, это значит до маркера. Покажу сейчас, как закрывать иголочкой петли. Еще один рядок провяжу. Так с вами хорошо вязать. Я так быстренько довязываю этот рукавчик. Но все равно еще есть рядочки. Поэтому лучше покажу не на рукаве, а на переди и спинке. Так, все, пожалуй, тут остановлюсь. Можно сейчас вот так вот сделать и посмотреть, что у нас тут получается. Ну, смотрите, неплохо получается, красивенько, мне даже нравится. Какие-то я такие тут полоски добавила, они как будто даже в тему. Ну, не знаю, мне кажется, что неплохо. Соотношение с вот этой зеленой резинкой как-то так получается очень даже хорошо. Я помню, эфир был у тебя совместный с кем-то по пряже. Да, это был магазинчик пряжи, это не была девочка, которая пишет мастер-классы, проводит марафоны, это просто девочка, которая продает пряжу. Был такой, да. Так, давайте теперь покажу, как петли закрывать. Смотрите, я тут немножко себе даже уже иголку подготовила. Что я тут сделала? Я провязала резинку, нужное мне количество рядов. Тут, кстати, можно регулировать, увеличивать длину изделия, начинать резинку вязать чуть позже. Тут уже вы можете немножечко померить, посмотреть, немножечко подрегулировать. Дальше, перед тем, как начать закрытие петель, я провязала 2 ряда полой резинки. То есть первый ряд я провязывала лицевые, а изнаночные петельки снимала так, чтобы нить у меня была перед петлей. Провязала целый ряд, и второй ряд полой резинки я вязала так: провязывала изнаночную петельку, а лицевую снимала так, чтобы нить была за петлей. Если вам это непонятно, мы еще это будем вязать, когда будем обвязывать. Нет, подождите, мы это не будем вязать, у нас будет капюшон. Если вам непонятно, давайте так, я скину видео, где мы это делали с девочками, и вы там разберетесь, посмотрите. Это я уже показывала, поэтому я слишком сильно на этом внимание ваше не акцентирую. Дальше мне нужно закрыть иглой вот эту всю резиночку, чтобы у меня был аккуратный такой край, похожий на фабричный. Я оставила подлиннее ниточку, вставила ее в иглу, и теперь буду этой нитью закрывать. Лучше старайтесь нить побольше оставлять, пусть лучше она останется лишняя, чем вам где-то не хватит, и нужно будет нить соединять, это будет 100% заметно, потому что это край изделия. Короче, я тут прям вот по максимуму отрезаю, чтобы осталось побольше. Начало закрытия у нас будет идти с изнаночной петельки. Поэтому, если вы провязали последнюю изнаночную, следующая у вас лицевая, значит, вы лицевую петлю просто переснимите со спицы на спицу. Ряд должен начинаться с изнаночной петли. У нас 3 движения, которые мы делаем при закрытии иглой. Первое движение: мы берем иглу и вставляем ее в изнаночную петлю слева направо. Вот мы вставили эту петлю слева направо.
Вставили и протягиваем ниточку. Протянули, затянули немножечко. Второе движение. Мы находим лицевую петельку, вот она у меня лицевая, которая справа от изнаночной. Вставляем иглу теперь уже справа налево в самую, ну не в самую, просто в левую дужку петли. Та дужка, которая ближе к изнаночной. И подхватываем другую лицевую петлю, которая находится уже левее изнаночной. Подхватываем ее правую дужку. То есть мы должны захватить те дужки лицевых петель, которые находятся ближе к изнаночной петле. Вот захватили мы одну дужку и захватили следующую. Подцепили и теперь дальше проводим ниточку сквозь эти петельки. Подтянули. И третий шаг. Мы теперь берем нашу изнаночную петельку и вставляем иглу теперь уже справа налево, уже в другом направлении. Вставили и подтянули. Подтягиваем так хорошенько, но не затягиваем прям до дури. Дальше снимаем со спицы изнаночную петельку и следующую лицевую, которую мы захватывали. Сняли, тут подтянули. Все, одну петельку мы с вами закрыли. Дальше у нас снова изнаночная, мы снова делаем те три самые действия. Вставляем сначала иглу в изнаночную слева направо, вставили, подтянули. Дальше нам нужно подхватить дужку лицевой петли, этой, которая находится справа от изнаночной, и дужку лицевой петли, которая находится слева от изнаночной. Здесь нужно внимательно ее найти, так как мы ее только что спустили со спицы. Как ее найти? Из нее уже выходит одна петелька, вот одна ниточка, которую мы только что с вами вставляли. Значит, мы подхватываем эту лицевую петлю, вот ее хорошо видно, она последняя у нас в рядочке, самая верхняя. Подхватили эту и подхватили дальше ту лицевую, которая на спице. И затягиваем ниточку, но тоже не до дури, просто чтобы она у нас легла вот в такую красивенькую штучечку. И третий этап, это мы в изнаночную петлю вставляем иглу справа налево. Вставили, тоже подтянули. И снимаем 2 петельки со спицы. Вот мы еще подзакрыли, и у нас получается такой фабричный край. Сейчас почитаю, что пишете, и продолжу. Если бы я не рискнула и не приняла участие, то, скорее всего, после первого этапа бросила бы все это дело, но помощь девочек в Телеграме и мега-помощь Сашина очень стимулирует. Всем советую участвовать. Я всегда об этом говорю, девочки, всегда, что вам может казаться, что вы сами все свяжете, на "Ютубе" посмотрите, все бесплатно, но на самом деле очень мало кто реально это делает. А в интенсиве, скорее всего, вы действительно за 3 недели сможете связать целое изделие. У нас 47% девочек, участниц интенсива. 47% это каждая вторая почти. Вяжут до конца за 3 недели, успевают связать целое изделие. Я продолжаю это делать, вы можете просто следить за мной, что я делаю. Вот первый этап. Подхватываю 2 лицевые, второй этап, и подхватываю изнаночную, это мой третий этап. Пальчиком тут всегда придерживаю. Снимаю. Ну и вот получается вот такой вот край. Что с изнаночной стороны, что с лицевой, он выглядит одинаково, и он похож на фабричный. Добрый вечер, Саша. Одно удовольствие вас слушать и смотреть. Спасибо огромное за ваши мастер-классы. Смотрю в записи, подписана на вас. Мастер-класс в закладках. Жду капюшон. Еще раз спасибо. Ой, как приятно. Прикольненько получается. Это, наверное, по поводу рукава. Саша, восхищаюсь твоим чувством прекрасного. Ты отлично сочетаешь и подбираешь даже самые, казалось бы, невзрачные цвета. Спасибо, девочки. Это какое-то врожденное, мне кажется, просто чувство. Саша, добрый вечер. В интенсиве не участвую, но смотрю, мне нравится, вы молодец, удачи вам в работе. Спасибо вам. Мы юбку закрывали. Да, точно. Да, мы все так закрывали, по-моему. Ну, много чего. И в горизонтальном свитере мы, по-моему, так закрывали. Всем пока, пошла ложить детей спать. Спокойной ночи, Юля, вам. Я когда осознала, что это обычный трикотажный шов,
Просто на торце полотна перестала мучиться с вопросом, куда иглу втыкать и насколько затягивать. Просто представить, что полотно пополам сложила. Да, верно, это имитация одного рядочка при вязании лицевой глади. То есть мы как бы продлеваем это вязание, и по сути, да, кажется, что полотно сложено в 2 слоя. Тут у нас, если посмотреть, то есть вот идут наши петельки лицевые, если их повернуть, вот они опять пошли, и перевернуть, вот они опять пошли с изнаночной стороны. Это правда. Спасибо за закрытие, понятно, отлично. Я тоже сначала сомневалась, но потом решилась участвовать и очень рада этому. Ну что, девочки, давайте переверну камеру, 5 минуточек Ага, я вот тут вот забыла. Говорю, читаю и забываю делать какие-то действия. 5 минут осталось, надо с вами попрощаться и дать вам домашнее задание, правильно? Я думаю, что это закрытие понятно. Если непонятно, то пишите, я скину другое видео, может, там лучше видно будет, не знаю даже. Ну, главное правильно находить лицевые петельки, вы это увидите, поймете. Если даже не увидите, то несколько раз, вот видите, получается, что с той и с другой стороны одинаково. Несколько раз не увидите, потом увидите обязательно. Сейчас я переверну камеру. Покажу вам, что у меня получилось. Интересно же, наверное, посмотреть. Так, вот она я. Так, дочитаю. Так можно закрыть резинку 2 на 2 тоже. 2 на 2 вы должны сначала перевести в 1 на 1, правильно девочка пишет. То есть вы должны поменять местами петельки так, чтобы ваша резинка 2 на 2 была лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Надо, наверное, показать, да, такое видео, чтобы вы понимали, как это сделать. Если вы в интенсиве, напишите мне, вы же в интенсиве, правильно, напишите мне, я вам объясню, как это сделать. Вот, может быть, как-то видео сниму. Домашнее задание: скинуть мне фотографии связанных ваших рукавов. Смотрите, пожалуйста, сроки выполнения домашек в нашем закрытом профиле Инстаграм. Опять много вопросов мне приходит, до какого числа скинуть домашку, а я не знаю, я не запоминаю. Покажу вам, что у меня получается так издалека. Вот такое что-то интересненькое получается, вот такой рукавчик. Довяжу рукавчик этот свой и в следующем эфире вам покажу. Следующий эфир у нас будет дневной, возможно, днем когда-то. Я еще опубликую опрос, спрошу у вас вот так вот, да, пусть будет видно. Спрошу у вас, когда провести дневной эфир. Завтра дневного эфира точно не будет. Вот в субботу-воскресенье может быть. Тоже еще у Саши спрошу, какие планы, потому что, скорее всего, мы куда-то уедем. Вот. И в понедельник мы с вами... Что мы с вами в понедельник-то делаем? Я забыла. Делаем расчеты капюшона, правильно? В понедельник. Сейчас я открою свои записи. Так. Понедельник, да, делаем расчеты капюшона и будем разговаривать о других воротниках. И во вторник мы свяжем ложную петлевку, в среду мы с вами свяжем капюшончик, и в четверг у нас заканчивается интенсив. Мы будем собирать, прятать кончики, обвязывать капюшон, вязать вот эти вот завязочки, то есть все что угодно я постараюсь туда впихнуть, все, что вы захотите от меня услышать. Ну вот, в целом все. Значит, домашнее задание: скидываем фотографии рукавов. Если вы что-то с домашками не успеваете, значит, напишите мне: не успеваю, пожалуйста, сроки продлите там до 15 ноября. Ну, чтоб я отметила в таблице, что вы со мной, все в порядке, и мы с вами продолжаем работать. Сегодня, к сожалению, так много получилось сообщений о том, что девочки там заняты какими-то своими личными другими делами и участвовать в интенсиве не могут. Ну, то есть они немножко там поучаствовали и дальше уже будут вязать сами. Меня это очень сильно огорчило, но, с другой стороны, я всегда за то, чтобы вы занимались семьей, а не вязанием, поэтому думаю, что вы делаете все правильно. Так что, если так случилось, что вам нужно сроки перенести, просто напишите, чтобы я сделала пометку.
Ну и все. До понедельника, возможно, будет эфир какой-то днем. Следите в канале Telegram за, моими сообщениями, следите за сторис моими, там будет вся информация. Все, всем пока, спасибо, что были со мной.